Привет, друзья! Ну а сегодня, как я и обещала, мы с вами отправляемся по дорогам Кальвадоса. Вернее, это называется дорога Сидра. Но где Сидр, там и Кальвадос, естественно. Ну что, поехали? Вот видите указатель. Route du Cidre, то есть дорога Сидра. И мы с вами в одной из деревень, которая называется Бонневоск. И вот здесь я вам хочу показать вот такой дом нормандский старый. Очень интересный. О, церковь. Ну, давайте послушаем звон. Хочу показать центральную часть этой деревни. Называется Place du Marché, то есть это площадь рынка, рыночная площадь. И здесь вся жизнь этой деревни сосредоточена. Вот смотрите, с левой стороны это аптека. Вот прямо перед нами это бар-ресторан, единственный в этой деревне. Нет, пардон, там еще один есть ресторанчик, вот там справа. И там любопытная у них вывеска «Телячья голова». Каждый четверг. Вот если хотите попробовать телячью голову, вот в четверг приезжайте, и они готовят по четвергам. Смотрите, какой симпатичный здесь декор, цветов много. Вот у этого ресторана. Как он называется? Золотая рука. Le bras d'or. Кошка. Так, и что еще есть в этой деревне? Ну, конечно, есть пресса, то здесь продают газеты, журналы и табак, табачные изделия. А еще можно в лото сыграть. Вот здесь небольшой гастроном, и вон там есть булочная. Вот и все, что есть в этой деревне. Ой, и собаку закрыли в машине, она здесь лает. Смотрите, какие балкончики симпатичные. С багетой возвращается француз к себе домой на завтрак. А, вот там с правой стороны еще мясная лавка есть. Естественно, здесь еще церковь есть. Давайте мы в эту церковь сейчас зайдем, посмотрим, как она выглядит, деревенская церковь. Тем более, что дверь открыта. Вот так выглядит деревенская церковь. Рано утром, сейчас 9:30 утра. Никого. Еще мне очень нравится, когда вот так цветы вдоль дороги в ящиках стоят, украшает. Очень приятно. Вот пока я еду в другую деревню, решила все-таки остановиться по дорогу, нашла местечко, потому что вот это, ну, типический пейзаж Нормандии, особенно Кальвадоса. Ну, во-первых, увидите яблони. Вот он, яблоневый сад, большой яблони. А под яблонями коровки пасутся. Вот она, Нормандия настоящая. Регион Кальвадос. Пожалуйста, по-русски говорите Кальвадос с ударением на последний слог, так же, как и по-французски. Ни в коем случае не Кальвадос. И вот сейчас по этой дороге я еду в следующую деревню Камбромер. Ну что же, эта деревня уже побольше. Здесь побольше кафе. И смотрите, дома интересные из кирпича здесь построены. Кирпичные. И во всех направлениях Route du Cidre, дорога Сидра. Тоже здесь несколько деревень, и можно вот по разным направлениям, по разным деревням. Здесь еще был указатель ферма. Сейчас посмотрим, если можно ферму посетить. А вот здесь ресторанчик. Au Petit Normand. Petit Normand. Маленький нормандец. И вот она, старинная церковь. В каждой деревушке, конечно, есть церковь. Хотя это называется уже город. Вилля было написано. И наверху, конечно, петух. Символ Франции. А вот здесь сохранилось старое здание. И здесь сейчас выставка находится. Выставочный зал. Проходят выставки разнообразные. Мину. По-французски говорят мину. Не кис-кис-кис, а мину. Чтобы ее подозвать. Мину. Вау. Какой-то тигренок.
Там, кажется, русалка сидит. А это прачечная. Здесь стирали белье в деревне этой. Это сохранили, отреставрировали. А здесь вот целый комплекс домов. И это указано, что это гостевые комнаты, гостевые дома. То есть здесь можно снять дом или, может быть, комнату. Вот как раз в этой части. Посмотрите, там сколько тоже яблок, яблоневый сад. Это в этой деревне Камбромер. Буквально в 1 километре от этой деревни Камбромер находится вот такое большое поместье винодела, ну не скажешь винодела, наверное, хотя винодела, да. Вот он, ведь авторский, Пьер Юэ его зовут. И он производит кальвадос. Ну вот здесь мне разрешили снять это дистиллерия. Давайте пройдем, посмотрим. Смотрите, это идет из поколения в поколение. Вот начинал Франсуа Юэ, он родился в середине 19 века. И затем продолжали его дети и внуки, правнуки теперь. Кальвадос, технологии я вам не буду рассказывать, все в интернете найдете. Но, в принципе, эта технология, так же, как и коньяка, только яблочный спирт в основе. И вот, видите, здесь саму ферму, к сожалению, она сказала, что здесь большая группа, и я не смогу посетить. Вот они, яблочные плантации. Вот, там много-много-много яблонь. Вот это огромнейший яблоневый сад. Здесь, наверное, несколько гектар. Слушайте, здесь такие ароматы. Ну, это рабочие аппараты. Ой, яблоком пахнет. Вот так схема действия такого самогонного аппарата. Пардон, аппарата для кальвадоса. Старинные кувшины для кальвадоса. О, мне нравится. Здорово. Ну, к сожалению, я за рулем, я не могу здесь ничего дегустировать. Но вот здесь можно крем, это ликер, очень вкусный, кстати, 14,50. Ликер из груши тоже есть, грушевый, 23 евро стоит. Ну вот и здесь можно прикупить все, что хотите. Здесь и сидр, здесь и помо, здесь и кальвадос, естественно. Вот это вот кальвадос Пьер Юэ. Ну и поскольку мы с вами все-таки в Нормандии, то, естественно, здесь они предлагают и сыры, потому что все эти деревни здесь рядом. Это Пон-Левек, это Камамбер и Ливаро. Вот это вот местные сыры нормандские. Невшатель еще, то есть их здесь несколько сортов производят. Так, сидр 3,50, 3,90, разнообразные цены. А здесь вот указано, как в средние века, в 16 веке упоминание первое находит, уже 16 века, а может и раньше здесь делали сидр и кальвадос. Уже частная собственность, propriété privée, как вы видите, заходить нельзя. Ну, вот коробки для сбора яблок. Это рабочая ферма. Так, здесь есть блинная, но боюсь, что эта блинная сегодня закрыта. И очень жаль. Вообще вкусные блинчики из гречневой муки с сидром. Это было бы замечательно. Очень-очень жалко, потому что понедельник и вторник почему-то эта блинная закрыта. Ну что ж, друзья, блинная закрыта. Хорошо, что я взяла свой пикничок. Так что сейчас перекусим. И через 20 минут сады откроют. Пойдем любоваться этими садами, самыми красивыми во Франции. Бон аппетит! Что сегодня у меня на пикник? Это у меня салат из киноа, свеклы, цукини, лук. В общем, если вам интересно, у меня есть рецепт на моей странице ВКонтакте.
Ну а сейчас, друзья, я вас приглашаю в настоящее феодальное поместье Нормандии XI-XVI веков. Пошли! Ну вот это здание, например, перед нами сразу, это ферма. Причем это ферма 15 века. Слушайте, дверь открыта, давайте зайдем посмотрим. Здесь это музей настоящий. И действительно можно представить, как жили тогда во Франции в 15-16 веках. Ну, думаю, что здесь объяснять не надо. Здесь и так все понятно. Это настоящая ферма была. Вот хочу вам показать эти стены 15 века. Смотрите, а вот это здание, это голубятня. И голубятня, это был символ власти феодала и богатства. Только, кстати, феодалы богатые могли строить голубятни. На 1500 голубей. То есть голуби это как мясо. Мясо поставляли на стол феодалу. А вот это, посмотрите, как в 15 веке выглядели ульи во Франции. Разводили здесь, в Западной Европе, черных пчел. Причем не только у феодалов это было, но и у крестьян. Зашла как раз в эту голубятню на 1500 голубей. Это все сохранилось с того времени 15 века. И вот это здание тоже 16 века. Это амбар, можно по-русски сказать. Смотрите, печка. Вообще, вы знаете, на этой ферме, вернее, в этом поместье, скажем так, в июле и августе проходят спектакли. Проходят спектакли с рыцарями, со сценками из повседневной жизни средних веков. Ну, наверное, здесь толпа людей, конечно, но это должно быть очень интересно. А это замок самого феодала. Видите, он вокруг на холме насыпном. Естественно, мосты, скорее всего, подъемные были, возможно, тогда. И ров, заполненный водой. То есть здесь хозяйство, а здесь уже жил сам феодал. Вот так называется Ле Шато. Ле Шато, видите, так выглядит замок 15 века нормандский, богатого феодала. Видите, вокруг все его поместье сохранилось. Я впервые в таком замке феодальном, средневековом. Давайте поднимемся, посмотрим, что там наверху. О, как здорово! Здесь полностью восстановлен быт, колорит той эпохи. Вау! Посмотрите, какая интересная мебель. Смотрели французский фильм «Пришельцы»? Кто не смотрел, обязательно посмотрите эту комедию старую, французскую. Вот такая же обувь, точно из средних веков. Кстати, этот замок называется Крève-Cœur. Крève – это вообще пронзить, пронзенное сердце. Такое интересное название. Вот здесь теперь прекрасно можно представить. Вот он здесь жил феодал, а это было его большое поместье. Естественно, обязательно была часовня своя, домашняя. Вот такая совсем небольшая часовенка. Здесь на этой площади перед замком проходили еще и рыцарские турниры. И вот в июле-августе здесь проходят рыцарские турниры, спектакли. Посмотрите, какие нормандские церкви интересные. Что же, здесь вот на дороге Сидра находится еще одна деревня, которая считается одной из самых красивых в Нормандии, даже во Франции. Так называется деревня Beuvron-en-Auge. Auge – это название этого региона. Вот это, видимо, старинная ферма, и сейчас здесь находятся гостевые комнаты. Так что здесь туристы могут остановиться.
О, какая симпатичная деревня. О, настоящая Нормандия, сердце Нормандии. Там слева блинные. Кстати, что касается кухни Нормандии, одно из блюд – это как раз вот эти блинчики знаменитые из гречневой муки. Это очень вкусно. Запивать нужно сидром. И вот это старинное здание, явно 16 века. Вот здесь находится ресторан Le Pavé d'Auge. Ресторан мишленовский, и цены, комплексные обеды делают. От 45 до 50 евро стоимость. Но, видимо, тоже нужно заранее столик заказывать обычно, как обычно в мишленовских ресторанах. Какая симпатичная деревня. Шляпку, что ли, приобрести? А здесь что-то продают. Открыто. Пойдемте посмотрим. Вот это настоящая ферма. И здесь можно купить у хозяйки варенье, какие-то домашние варенья, видимо, еще что-то. Сыры. Знаете, какие красивые коровки. Ой, какие смешные утки. А там церковь. А коровка идет ко мне. Вот и красивая. Привет. Ай. Здесь можно купить и сыр, и сметану, и масло, и варенье, молоко свежее, все что угодно. Настоящая ферма. И вот здесь тоже продают и сидр, и кальвадос, и сыры, и фуагра. Пожалуйста. Все есть. Конфитюр, варенье, мед нормандский. Пила я мед нормандский, дорогой. Маленькая баночка, 11 евро. Но сказали, что настоящий, прям настоящий. Дом попробую. И, кстати, здесь тоже очень много антикварных магазинчиков. Вот один из них я прохожу, заходить уже не буду. Для тех, кто путешествует по Франции, и особенно сюда, в Нормандию, приедет, эту деревню надо обязательно посетить. Вот обязательно посетить в кафе, съесть блинчик с сидром, выпить сидру с блинчиком. И до моря здесь всего лишь сколько? По-моему, 15 километров. Так что сейчас едем к морю. Мы с вами приехали в город, который называется город Кабур. В принципе, это не так далеко от Довиля или Трувиля. Наверное, километров 25-30. Могу вам сказать, здесь просто пахнет деньгами. Очень дорогой город. Смотрите, какая шикарная вилла здесь находится. Давайте пойдем к пляжу, теперь прогуляемся. Кстати, здесь в Кабуре, здесь есть большой ипподром. И, знаете, в Кальвадосе здесь не только же сидр и кальвадос, но здесь еще занимаются разведением лошадей. Вот очень много я проезжала как раз конюшен, где вот именно разведение лошадей для скачек. Ну и прямо на берегу, на пляже, можно сказать, находится гостиница, вот это Гранд Отель. Мы сейчас выйдем на пляж. Смотрите, какие виллы здесь богатые в городе Кабур. Ну, конечно, здесь есть казино, как повсюду на пляжах в богатых городах Нормандии. Я сегодня посмотрела специально время прилива-отлива. Сейчас отлив начался. И самый уже отлив, вот, самый большой, будет в 6 часов вечера. А прилив только в 11 вечера. То есть море пока уходит. Купаться не очень хорошо. Здесь совсем другие пейзажи. Здесь пляжи песчаные. Ну, тот, кто смотрел мое видео «Алебастровый берег» Нормандии, чуть севернее, там другие берега. Здесь совсем другой пейзаж. Ну, вот это здание перед вами, это и есть гостиница, Гранд Отель называется. На пляже есть общественные туалеты. Да, друзья, могу вам сказать, что это не Япония.
вонючие грязные туалеты. И это в дорогом городе Кавуре. Сейчас во Франции распродажа сольды. Смотрите, какая симпатичная, да? Стоила на 45, сейчас стоит 31 евро. Померить, что ли? Вот это мне больше нравится. На 45 стоила, а сейчас на распродаже 34 евро. Такие от ветра. 48 стоит сейчас, а было 69. Ну, в общем, здесь это все уже сольдировано, как здесь говорят. То есть снижена цена. Ну, вот по дороге к моему пляжу, там обычно, где я купаюсь, я проезжаю городок такой симпатичный, называется Ульгат. И видите, здесь кирпич в основном. Давайте пройдем, посмотрим, какие здесь пляжи в этом городе. И что мне нравится, у них здесь везде бесплатная парковка. И поскольку сегодня вторник, на неделе я приехала, мест свободных полно. В выходные дни, конечно, здесь полным-полно людей. Хорошо, прямо на берегу моря такую виллу иметь. Провинции заботятся о своих городах. Вот пакетики повесили, чтобы брать за собачкой. А в Париже таких не увидишь пакетиков. Очень все зависит от мэра города. Ну что же, идем купаться на море. Ну вот, а мое любимое место купаться это здесь. Здесь людей практически нет. Пошли за морем, которое сейчас уходит. Вода холодная. Нет, пожалуй, купаться очень холодно еще. Но почему-то очень грязно. Ну вот и подошла к концу наша прогулка по дорогам Кальвадоса. Вот так под шум прибоя я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Спасибо, что вы поддерживаете меня своими доброжелательными комментариями. Если вы еще не подписаны, не забудьте подписаться. И до новых встреч на канале о Франции не только. Пока!